Здравствуйте, мои дорогие. Кто следит за вами? Кто же за вами следит? Смотрим. Да и с какой целью следит? Тоже будем смотреть. Кто же за вами следит? Так. Ой, показалась карта. Пятерка мечевая. Так, кто этот человек, который за вами следит? Покажись. Он проявлялся, либо проявляется. Вот она, пятерочка пентаклей. Этот человек уже проявлялся с каким-то ехидным негативом. Это как? Давайте посмотрим. Человек, который потерял что-то в жизни. Эту потерю хочет скинуть на вас. Вот перекинуть на вас. Кто он такой? Кто это человек? Кто это человек? Он тоже показывает свои работы. И знаете, вот говорят, что так, его призывают уже к суду, а он все еще не слышит, да, то есть наслаждается. Там уже какие-то знаки Вселенная подает, что пора бы утихомириться. Что-то не очень хороший человек, значит. Но фигура не выходит, он прячется, скрывается. Покажите нам его. Перевернутая девятка пентаклей. Что-то я перевернутая не смотрю, у меня все тут. Да. Человек, который потерял деньги, потерял большие деньги, финансовую свободу свою утратил. И зависим сейчас. Кто этот человек? Покажите его. Покажите его. Но у него сложности в жизни. Это человек, который сейчас проживает большие изменения. Его изменения в худшую сторону. Его трясет. Не знаю, его жизнь реально бьет сейчас. А почему претензии, что ли, к вам? Ну, почему-то не выходит, кто он для вас. Претензии, что ли, к вам вообще? Почему он за вами следит? А вы заблокированы. Ему остается только смотреть. То есть негатив послать в вашу сторону не может ему, либо ей остается только смотреть. Так, а теперь покажите нам, кто это такое. Кто это такое? Кто это такое? Вы этого человека, знаете, дружили, дружба закончилась. Кто это такое? Кто же ты? Следящий из тьмы. Вы смотрите, как прячется. Я просто прям удивляюсь. Тень какая-то. Кто ты такое? Это уже отвлекающий маневр. Кто ты? Нищий. Кто ты? Вот она. Вот она тайна. Ну хорошо, покажись, кто ты. Покажите, кто ты. Недалеко от вашей квартиры, дома находится. Следит. Она вам кто? Она вам правосудие, справедливость. А за что это вы так? Вы слишком тяжело воспринимали сейчас ситуации различные, и вот вам вы как сама, что ли, да, вот с этим человеком столкнулись. Так хорошо, кто это такой? Что значит правосудие? Но этот человек вас не так, прям не касается вас, то есть тут издалека. Она сделать, либо он сделать ничегошеньки не может. Только следить за вами. Вообще фигура не выходит. Рыцарь, кто ты? Кто ты? Кто ты? Защищается. Этот человек прячется. Ну, что тут может быть? Непрогляды? Ну, покажись, кто ты. Тетка. Все-таки тетка. Тетка была с деньгами, и сейчас у нее проблемы в жизни. Очень много ее жизни сейчас буквально трепает. И очень сильно ей достается от жизни. Она старается... Она говорит, я очень долго зарабатывала, и сейчас я все потеряла. Вот такое идет. Она следит за вами. Следит за вами. Вот дьявол. Все три карты голые вышли, ну?
как мне рассказать Ютубу, что это обычное Таро? Что я тут ничего не собираюсь показывать. Вам скоро откроется этот человек. Вот как знаете, может быть, даже так и в физическом мире. Вы идете, врата открываются, этот человек выходит, вы понимаете, что это оно. Это женщина. С какой целью следит все-таки, раз сделать ничего не может, так куча зла такого? С какой целью ты следишь? Следит. Ну, хочет напасть. С какой целью следишь? Вы знаете, она говорит, у меня мой гнев праведный. Мой гнев праведный, говорит, нормально. Это что-то ты загнула. Но она в жертве сейчас находится. Она готова многим, кстати, пожертвовать, чтобы вам сделать больно. Божечки, вы ее знаете нормально? Вот там говорят, что она ваша подруга была, и вы поссорились. Ну, что-то затеяла, но не получается ничего. И она в жертве. А за что она в жертве? За свою злость. Не может ничего сделать. Ее отвернули от вас. Потому что вы очень добрая, и вы к ней ручки простягиваете. Какая ты милая, хорошая. Идем чайка попьем. А она зло вам, и, в общем, ее от вас отвернули, к своим проблемам направили. Но она хитрая, все равно следит за вами. Кто такая? Вот, в общем, я думаю, что я достаточно дала сигнифицировать эту личность, и думаю, что для вас что-то стало ясным. Вот. Потеря, да, была у человека. Так, есть еще желающие подслеживать за вами. Так, давайте смотреть, кто эти люди, либо человек, кто женщина идет, кто такая. Кто такая, кто это женщина. Это с какой целью следит за вами? С целью мужчины. Следит за вами какая-то женщина. Женщина неплохая, а следит, чтобы мужчина. Что мужчина? С целью. Тут просто видите, как они пара. Здесь я бы, может быть, даже по-другому прочитала этого короля. И все равно здесь говорят о паре. Вот какая-то женщина следит, да. Что-то касается, как узнать о мужчине. Ага, скорее всего, узнать о муже. В общем, за вами следят, чтобы узнать о своем муже. Нормально. Находится далеко. Но она как узнает и идет. Это знаете, как, допустим, к тарологу приходят, узнали там, ну как он, и ушли. А может быть, вы таролог, да, и вы делаете расклады, и кто-то вот следит за вами. Почему именно за вами? Потому что вы маг настоящий. Вот если вы таролог, то точно это к вам. Это к вам. Вы побеждаете конкуренцию. Окей. Вот такая здесь ситуация. Следит неплохая женщина, просто, тут говорят, что прям ангел во плоти, а за вами следят. Так, я думала, что, может быть, там за вами следят, и вы там мужа увели кого-то. Навряд ли, конечно. А ну-ка, стойте. Нет, она что-то узнает и уходит. Тут вот так и говорят. Она узнает что-то не очень даже хорошее о нем и уходит. Эта информация ранит ей душу. Она хочет сохранить ценное. Но вы знаете, она уходит с таким грустным сердцем и нападает на мужчину. Вот так. Так, кто-то следит еще за вами. Кто же этот человек? Кто этот человек, следящий за вами? Карта силы. Угу. Так, а здесь человек обозначен картой силы. Можете себе представить, какая энергетика у него мощная. Вот. И сама эта энергетика, она не направлена в вашу сторону, но что-то хитренько пытается изведать, о вас узнать, что именно интересует человека. Вы интересуете человека, ваши тайны, ваши загадки. Кто этот человек?
Человек, который не может двигаться, кто этот человек? Может, не видит, что-то не видит. Но опять же, не может двигаться по выбранному пути или не может двигаться вообще. Не может видеть ситуацию или не может видеть вообще. Тут тоже, знаете, вариантов. Это мужчина. Или же такая энергетика кубкового короля. Человека любвеобильного, романтичного. Но сейчас какие-то, видите, тут мечевые энергии. То есть это не его энергии. Сейчас не у этого человека не все так гладко. А зачем ты следишь за ней? А что ты хочешь от нее? А смотри, зачем слежу? Потому что нет ресурса. Хочу этот ресурс. 5-9. Ему нужно увеличить ресурс, чтобы спокойно чувствовать себя, уверенно. Возможно, это денежный ресурс, а возможно, и другой какой-то ресурс. Чего-то не хватает человеку. Зачем же ты тогда следишь за ней? Ну, вы показываете что-то, видите? Боженьки, карты просто говорят про... Тут, наверное, девочки меня смотрят, которые раскладывают тоже таро на Ютубе. Или где там в ТикТоке. Где вы раскладываете? Расскажите мне. ТикТок пробовала, и с ТикТока, в принципе, все началось. Я благодарна ТикТоку. Вы меня узнали благодаря ТикТоку. Это было давно. Ну, не давно. Сейчас скажу. 2 года назад точно. 3 года назад, да? Да, уже все изменилось, карта показывает. Вот. Ну, мне просто интересно, а где вы, если девочки тут такие смотрят? Так, хорошо. Ой, я знаю, что меня смотрят даже те, которые учились, и я вот вижу, что даже очень похожий стиль, и я вижу, что они уже, уже раскладывают таро. Хотя я не даю уроков. Скорее всего, использовали видео, да, которые я выкладываю в YouTube. Хорошо, кто еще следит за вами? Посмотрим. Пардон за такую маленькую болталочку. Кто это такой человечек? А ну кто? Смотрите, он вас очень нежно любит, этот человек. Но ему так сложно в жизни, что действительно он прячется. Что-то похоже на комплекс какой-то, но это нежная любовь к вам. Ему говорят, ну так сделай шаг, он говорит нет. Или она. Кто ты? Покажись. Кто ты? Кто ты? Вот говорите, когда все изменится, я тогда смогу защитить. Кто ты? Ну, это человек, который, как в начале пути стоит. В начале какого-то пути. И сейчас ему нужно прям разгон такой брать, чтобы достичь своих целей. Будто бы быстрее, чем возможности человека, ему нужно двигаться. Вот. Кто за вами следит? Пала карта. Не буду выключать сейчас. Но это все-таки молодой какой-то человек. Вот в начале пути, видите, энергия, наивность, романтичность. А зачем следит за вами этот человек? Зачем он следит за вами? Хочет проявиться к вам, между прочим. Ой, сколько страха. Вы посмотрите, какие классные энергии. И как только думает, что это надо сделать, да, он боится буквально слово сказать приятное. И прям вот лицо закрывает руками, ему страшно. Почему страшно? Боится от ворот в поворот. Нежно любит и отворот-поворот. Это что, мужчина для женщины, женщина для мужчины? Наверное, это противоположный все-таки пол. Одинокий, искатель духовного пути. Очень любит, говорит, женщину, которая холодна и может еще, не дай бог, что-то сказать такое обидное. Или же ответить нет. В общем, следит за вами какой-то молодой человек. Ну хорошо, давайте тогда спросим у карт, вообще нужна вам такая энергетика этого человека в вашей жизни? Нужен ли? Вы знаете, смотрите, какие карты идут богатые. Богатые духовно и богатые
финансово даже. Сама такая энергия у человека. Так, нужен ли? Тут вам решать, тут ваш выбор, потому что вы можете создать с ним семью, благополучную семью. За вами следит ваше, можно так сказать, будущее счастье, если он, конечно, проявится. А ну так давайте. Так, эту карту я так поставлю. Все-таки там влюбленные вышли. Ну, проявится, так проявись же. Дьявол. Откроется. О, будет тут. Что-то здесь идет, как дьявол проявляется. Дьявол открывается. Давайте дьявола этого выгоним отсюда. Тут что-то нехорошее вокруг. А вы знаете, что что-то с этим человеком как не то? Что с ним? Он верит, что может подняться, но тут, смотрите, человек лежит, он недвижим, и это как замкнутый круг. А с другой стороны, он верит в то, что он исцелится или победит эту проблему, император. Но он не встает, он как в кресле сидит. Что с ним не так? У него что-то разрушено. А любит женщину. Хочет быть полноценным, но что-то там не то. Я не буду сейчас так вдаваться в подробности, но что-то не то с человеком. С его состоянием физическим, скорее всего. Да что ж, ну что ж такое? Скачут и все карты. Противоречия какие-то идут, вы видите? Обнулится ситуация. Ну, не понимаю, почему так карты скачут. Как... Так, что нам с этим делать? Ну, тут, в принципе, дать время, пускай человек, если захочет, проявится. Вы тут на эту ситуацию влиять-то не можете. Вот. Возможно, у него нет чисто физическое, а вот именно что-то с реальностью его, да, и там как и разрушения какие-то произошли. Тут нужно дать пространство, да, вот это все организовать, потому что вы-то не будете сюда искать какого-то человека, который за вами следит, и о вас думает и любит, да, вы мало ли там спугнете, или же как-то нарушите этот ритм. Вселенная, вы спросили, да, Вселенная ответила, вот человек следит. Но что делать? Говорит, пока, по сути, ожидание, да, накопление силы точечной, такой целенаправленной. Ну вот, да, это накопление вашей силы. Интересно так, да, было. Давайте я сейчас еще посмотрю советы по этим ситуациям. Вам совет. Вот. Ой, сегодня я еще хочу посмотреть отдельно просто советы от высших сил. А сейчас я хочу посмотреть просто совет на вот эту тему, на эту ситуацию. Так. Давайте там, где вот негативная эта тетка выходила, что вам вообще совет? Идти по пути своей души. В своем поиске. Тут вы еще как не нашли свой путь, не нашли дорогу в чем-то. Да? То есть в чем-то вы еще блукаете, в какой-то теме еще. Это будет более светлый и надежный путь. Вот. И по сути, вот в этой светлости и святости дождаться следующего поворота, а там уже действовать. Вот, потому что тут движение какое-то такое. Если вот сейчас нахрапом брать быка за рога, там, не знаю, какую-то женщину, что-то выяснять с ней, нет, не нужно. Это, скорее всего, приведет к серьезному столкновению. Дождаться какого-то обнуления, когда эта женщина защищать себя, да, защищать себя, но не нападать. Вот.
Ну, в данном случае это так. Не всегда это, конечно, так. Да? Иногда нам прям советуют, что какая-то такая боевая позиция. Но вот в этом случае как защита. Благодарю вас, мои хорошие. До новых встреч, мои дорогие. Пускай в ваших жизнях все, что вы приносите сюда, вот и как ваши лайки, комментарии, финансовую поддержку, пускай в разы умножается и производится в ваших жизнях. Всего доброго. Пока-пока.